Добрый день, друзья! Сегодня у меня для вас вкусная идея, которая не раз выручала в дороге. Булочка-кармашек. Начинку можно использовать любую. Тесто несложное в приготовлении и изумительное на вкус. Всегда кстати. В школу, на пикник или просто чай попить. Для приготовления теста нам понадобится мука, яйцо, соль, сахар, сухие дрожжи, теплое молоко, можно заменить на кефир или воду, растительное масло и масло для смазывания булочек. В отдельной миске просеиваем муку. Делаю углубление, добавляю теплый кефир, растительное масло, соль, яйцо. Перемешиваю до однородного состояния. Добавляем сухие дрожжи и постепенно вводим муку. И замешиваем мягкое тесто. Оно не должно липнуть к рукам. Накрываем пищевой пленкой и убираем в теплое место на 30 минут. По истечении времени достаю тесто. Разминаю. Делю его на равные части. Каждую подкатываю в шарик и накрываю пищевой пленкой, чтобы шарики не заветривались. Теперь по очереди раскатываем каждый шарик в небольшой круг диаметром примерно 18 см. Половину теста смазываем растопленным сливочным маслом, можно заменить на растительное. Складываем пополам, также смазываем маслом и еще раз складываем. Открытый край аккуратно защипываем. Готовые булочки выкладываем на противень, засланный пергаментной бумагой. Из данного количества теста у меня получилось 10 булочек. Сверху смазываем желтком, посыпаем кунжутом и отправляем в заранее разогретую духовку при температуре 180 градусов на 35-40 минут. Готовым булочкам дать полностью остыть. Я обычно перекладываю их на полотенце и накрываю. В таком виде остужаю. Готовые булочки наполняем начинкой. Она может быть любая. У меня лист салата, сыр, колбаса и помидор. Получается очень сытно и вкусно. А как выглядит просто превосходно. В дорогу, на работу или школу можно взять такой аппетитный бутерброд и полакомиться в свободное время. Очень люблю нагревать такие булочки в микроволновке. Они после нагрева получаются мягенькими, как только из духовки. Точно из такого же теста я делаю пиццу. Ссылку оставлю в описании под видео. А чем вы бы наполнили такие булочки? Пишите в комментариях. Очень интересно узнать ваши варианты. Всем приятного Сегодня у нас татарская кухня. Готовим очень вкусный и сочный элеш с курицей. Это очень простая в приготовлении и вкусная выпечка. Тесто получается немного слоистым и хрустящим. Даже несмотря на огромное количество начинки с бульоном, оно не рвется при выпекании. Также с ним приятно работать. Для приготовления нам понадобится для теста мука, яйцо, сметана, сливочное масло, соль, сода. Для начинки я беру куриное филе, картофель, лук, соль, черный перец молотый. В миску налейте теплую или комнатной температуры сметану. Добавьте соду и перемешайте. Когда сода погасится, добавьте соль, мягкое сливочное масло, яйцо. Тщательно перемешиваем. Теперь постепенно просеиваем муку и замешиваем тесто.
Оно не липнет к рукам, получается неоднородным и мягким. Накрываем пищевой пленкой и оставляем на 20 минут отдохнуть. Тем временем приготовим начинку. Мелко режем лук. Картофель нарезаем небольшим кубиком. Куриное филе также нарезаем кубиком. Смешиваем все ингредиенты в отдельной посуде. Солим, перчим по вкусу. Тщательно перемешиваем. Начинка готова. Достаем тесто и разделяем его на 12 ровных частей. Отделите 1/3 от теста и раскатайте круги. На большой круг выложите начинку. Сверху накройте маленьким кругом. Скрепите края. Плетем косичку. Тесто очень податливое и мягкое. Косичка делается очень легко, такими простыми движениями. Выкладываем на противень и выпекаем в заранее разогретой духовке при температуре 200 градусов 45 минут. После приготовления смазать сливочным маслом и накрыть полотенцем. Оставить на 10 минут. Очень вкусно, мягко и сытно. Можно и в школу взять, на работу, угостить соседей таким вкусным и простым блюдом. Мясо мягкое и сочное. В тесте. Очень оригинальное и красивое блюдо. Готовится оно из обычных продуктов. Сочная начинка, ароматное мясо и хрустящее тесто. Такое блюдо никого не оставит равнодушным. Для приготовления начинки нам понадобится 7 куриных ножек, соль, приправа для мяса, чеснок, растительное масло, плавленый сыр. Для теста мука, соль, сахар, разрыхлитель, яйцо, сметана, растительное масло. Первым делом замаринуем куриные ножки. Кожу я обычно снимаю. Солим. Добавляем приправы, чеснок, растительное масло и тщательно перемешиваем, чтобы каждый кусочек мяса был в маринаде. Оставляем мариноваться при комнатной температуре минимум на полчаса. Можно и больше, но тогда куриные ножки следует убрать в холодильник. Маринованные ножки выкладываем на противень и выпекаем в заранее разогретой духовке примерно 40 минут. Время выпечки зависит от вашей духовки. Тем временем сделаем тесто. В муку добавляем сухие ингредиенты и тщательно перемешиваем. К сметане добавляем яйцо, растительное масло, перемешиваем до однородности. Вводим муку и замешиваем тесто. Накрываем пищевой пленкой и даем отдохнуть. Возвращаемся к куриным ножкам. Они уже испеклись. Даем им остыть. Отделяем куриное мясо от кости. Нарезаем небольшим кубиком. Добавляем 2 столовые ложки плавленного сыра и тщательно перемешиваем. Солить и перчить начинку не нужно. Формируем закуску. Тесто делим на 6 равных частей. Каждую подкатываем в шар и накрываем пленкой, чтобы тесто не заветрилось. Рабочую поверхность смазываем маслом и раскатываем тесто. В серединку кладем столовую ложку с горкой начинки. Берем очищенную кость, вставляем посередине, подбираем тесто и защипываем. Получился вот такой мешочек.
Каждый мешочек смазываем желтком. Прикроем косточки фольгой и отправляем в заранее разогретую духовку примерно на полчаса при температуре 180 градусов. Ножки должны стать румяными. Такие голени, как в горячем, в теплом и даже холодном виде, будут вкусные и разойдутся вмиг. Очень рекомендую приготовить. Если вам понравился рецепт, не забудьте поставить лайк. Он очень простой в приготовлении, нарядный и вкусный. Начинки в нем можно менять по своему вкусу и предпочтениям. Для приготовления нам понадобится кефир, сливочное масло, сметана, яйцо, соль, мука. Для начинки я взяла творог, яйцо, зелень, помидор, соль. Первым делом приготовим тесто. В отдельной миске смешиваем кефир, соль, сметану, мягкое сливочное масло, одно яйцо. Перемешиваем венчиком до однородного состояния. Постепенно вводим муку и замешиваем мягкое тесто. Готовое тесто накрываем полотенцем и даем отдохнуть 20 минут. Тем временем приготовим начинку. Небольшим кубиком режем помидор. Отправляем в отдельную миску. Добавляем яйцо, зелень, перемешиваем. Соединяем с творогом и снова все тщательно перемешиваем. Солим по вкусу. Вариации начинок могут быть самые разные, на ваш вкус. Я сделала из того, что было в холодильнике. Свои вариации, чтобы вы положили в такой пирог, пишите в комментариях под видео. Достаем тесто, хорошо разминаем его, собираем в шар. Сначала придаем форму руками, затем раскатываем скалкой в тонкий круг. С помощью скалки переносим тесто на пергаментную бумагу и продолжаем формировать пирог. В центре ножом делаем 4 разреза в форме снежинки. По краям выкладываем начинку. Собираем края пирога, как показано на видео. Переносим на противень. Смазываем пирог желтком. Посыпаем кунжутом. Отправляем в заранее разогретую духовку при температуре 180 градусов на 30-35 минут. Когда пирог подрумянится, достаем его из духовки. Такое простое блюдо можно подавать на праздник, меняя начинки по вашему вкусу. Режем на порционные кусочки и наслаждаемся. Пирог получается очень нарядным и вкусным, внутри мягким и сочным. Готовьте с удовольствием, радуйте себя и своих близких. Всем приятного аппетита! Друзья, чтобы не потерять этот рецепт, рекомендую подписаться на канал. Спасибо за лайки, репосты и комментарии. На моем канале есть рецепты других интересных и очень вкусных пирогов. Ссылки оставлю в описании под видео. С вами была Неля. До скорых встреч!